Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Будем ли мы вместе?». Соответственно, будете ли вы вместе с загаданным человеком. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет в описании под видео. Кому нужно, ставьте на паузу, загадывайте своего человека, выбирайте позицию. Да, можно загадать 3 мужчин, 3 людей или женщин. И давайте будем смотреть, начиная с первой позиции, будем ли мы вместе. Давайте посмотрим, что сейчас между вами и загаданным человеком. Смотрите, ну, ваши отношения развиваются, но здесь есть некие страхи, да, двигаемся вперед, но двигаемся постепенно. Здесь взвешиваем, обдумываем каждый шаг. У кого-то, возможно, была ссора, да, то есть текущему периоду предшествовал момент, когда вы либо испытывали разногласия, либо были в ссоре. И 9 жезлов — это как восстановление отношений, но уже на основе имеющегося опыта, на основе сделанных ошибок. И вот на сегодняшний день вот те самые ошибки, они заставляют более осторожно двигаться вперед, да, то есть продумывать каждый шаг. И, знаете, с некой опаской, с некой осторожностью рассматривать свои дальнейшие шаги либо действия. Здесь не сломя голову вы несетесь, да, есть развитие. Туз жезлов, она, в принципе, такая достаточно быстрая, немедленная карта, но здесь вы не сломя голову несетесь, здесь вот именно размеренно, обдуманно, потому что уже успели сделать ошибок, да, больше так не хотим. Чего хотите вы от отношений с загаданным человеком? Вы знаете, вы готовы идти вперед в команде, но таким образом, чтобы ваша автономность, чтобы ваша самодостаточность, она не страдала при этом. 9 пентаклей — это состояние комфорта. И это именно те эмоции, когда вы умеете получать удовольствие даже наедине с собой. Да? Это не созависимые отношения, это не то состояние, когда я без тебя не могу, умираю. Нет, вы вполне можете без него, и вам важно, чтобы он вашу самостоятельность уважал. При этом вы в команде готовы с ним двигаться вперед. Причем, вы знаете, здесь вы строите такие вот достаточно глобальные цели, да, карта звезда — это вот именно такое намеренное, направленное движение к поставленной цели, к поставленным задачам. Но при этом вам важна вот эта некая такая дистанция. У многих здесь отыграются отношения на расстоянии, да, то есть если нужно побыть в разных городах, в разных даже странах, то, пожалуйста, вы от этого не будете страдать, потому что для вас важно достижение целей, которые вы себе ставите. Они могут быть даже не связаны с тем человеком, на которого вы смотрите, да, это может быть карьера, работа. И вам важно, повторюсь, чтобы вашу самодостаточность, вашу вот именно автономность уважали. Вы готовы идти дальше, но тогда, когда вас не ущемляют в каких-то правах и интересах. Именно поэтому здесь вот именно осторожно идете, да, чтобы не наломать снова дров, не наделать ошибок. А чего хочет тот мужчина, на которого вы смотрите, да, тот человек? Готов двигаться вперед, вы знаете, он хочет семью. Он хочет семью. Вам важнее, вот знаете, построить карьеру, да, построить дом, там, бизнес организовать. У вас куча целей. У кого-то это путешествие, у кого-то это карьера и так далее. А для загаданного человека, вот знаете, он стремится к семье. Для тех, у кого не свободные отношения, он, знаете, хотел бы усидеть на 2 стульях, да, то есть и семью сохранить, и по карте влюбленные, да, здесь его любовные отношения тоже интересуют, да, смотря у кого какая ситуация. Но в целом мужчина хотел бы с вами партнерства. Причем, вы знаете, те проблемы, которые были в отношениях ранее, он готов оставить
оставить позади. Возможно, даже у кого актуально расстояние, он готов приехать, да, он готов на какое-то путешествие, либо переезд, потому что ему важно партнерство с вами. Он делает выбор в пользу вас, да, если все свободны, здесь однозначно он хочет с вами гармонии, он хочет с вами семьи, он хочет выстраивания таких отношений, когда все горести будут забыты, и впереди вас ждет светлое гармоничное будущее. А будете ли вы с ним вместе? Ну, здесь, судя по всему, да, здесь по текущим картам. Вы знаете, вам нужно пройти какие-то уроки. И важно не вернуться в ту рутину, от которой вы уходили. Здесь, несмотря на то, что и он хочет, и вы хотите, здесь может быть конфликт интересов. Вот эти уроки, они в чем заключаются? В том, что он прям хочет партнерства, а вы хотите вот именно самостоятельности, автономности. Здесь немножечко разные такие цели у вас. И вы знаете, вот этот момент, он может стать камнем преткновения, потому что вот это как раз-таки тот урок. Вот здесь, несмотря на то, что ошибки были сделаны, и, казалось бы, сделай уже выводы, да, научись на этих ошибках и иди дальше. Здесь, судя по всему, не все выводы вы сделали, да, неправильно уроки вы эти вынесли, потому что можете вернуться опять к тому, от чего пришли. И закончиться все может на почве того, что не получаем желаемого от этих отношений, друг от друга не получаем желаемого. Что нужно сделать, чтобы быть вместе? Ну, здесь однозначно пройти уроки вот эти вот, да, чтобы вы уважали его желание идти в партнерство, а он уважал вашу автономность. Смотрите, ну однозначно все в ваших руках. Моменты из прошлого. Во-первых, шестерка кубков — это примирение, да, здесь ссориться не надо. И второй момент, здесь какие-то моменты из прошлого, которые важны и значимы, они требуют особого внимания. У кого-то нужно вот что-то связанное с прошлым, да, с деструктивным прошлым, с тем, что мешает. Вот это подлежит разрушению, да. То, что является камнем преткновения в поиске согласия между вами, оно должно быть разрушено. Причем это что-то, оно берет свое начало откуда-то издалека, да, хорошо издалека, сильно издалека. Поэтому все в ваших руках. Здесь мужчина хочет вот именно партнерство. Другое дело, если он в браке, да, находится, либо вы в браке, он, конечно же, готов на любовные отношения, и здесь на почве этого отношения могут дольше не продлиться. Но если все свободны, здесь вот именно через прохождение уроков важно, вот именно важно и нужно, и можно найти те моменты, которые помогут вам быть вместе на самом деле. Благодарю всех за просмотр. Идем ко второй позиции. Будем ли мы вместе? Итак, что между вами сейчас? Зима, холод. Король пентаклей. Знаете, велика вероятность того, что нет между вами общения сейчас. Либо ссора, либо невозможность взаимодействовать на почве того, что либо мужчина, на которого вы смотрите, не свободен, либо же вы не свободны, да, есть другой мужчина. Но здесь очень хочется выйти друг с другом на связь. Прям очень хочется. Нет взаимодействия, нет общения по причине, повторюсь, статуса пентаклевого короля. У каждого это свой статус, да. Либо ваш мужчина, который у вас есть, либо тот мужчина, на которого вы смотрите, его статус несвободного человека. А чего хотите вы от того, на кого вы смотрите сейчас? Чего хотите вы от этих отношений? А вы вполне согласились бы на треугольник. Во-первых, если ссоры, то вы готовы на примирение, да, вы хотите каких-то шагов навстречу, вы готовы примириться, вы даже готовы чем-то пожертвовать. И вы знаете, для тех, у кого отношения не свободны, вы прям вот готовы войти в эти треугольные отношения и их продолжить. Причем вы знаете, что они не несут какой-то перспективы. Здесь ситуация зависшая, но
вы принимаете этот факт. Вы принимаете тот факт, что дальше ничего развиваться не будет, да, по определенного рода причинам, и вы все равно готовы это принять. А чего хочет он? Чего хочет он? Он также готов на треугольные отношения, да, совершенно верно, карта влюбленные. Отношения любовников его вполне устраивают. Он не будет сопротивляться. Он хотел бы с вами договориться. Он хотел бы найти компромиссы в тех моментах, по поводу которых были разногласия, из-за которых все, ну, так скажем, рухнуло, да, не имеет сейчас возможности развиваться нормально. Император опять выходит. Но император — это карта синонимичная королю Пентаклей, да, это статус законного супруга. То есть он понимает, что император, вот этот муж, да, стабильный спутник, он никуда не денется. И он от своего статуса не хочет отказываться. И если у вас вот этот мужчина, он понимает, что он двигать-то его не будет. Он вполне готов на треугольник, его все это будет устраивать. Давайте посмотрим, будете ли вы вместе, двоечки. К сожалению или к счастью, здесь карты, несущие разрушение. Но вы знаете, здесь вслед за разрушением, здесь такая история интересная. 3 старших аркана. Во-первых, здесь разрыв, точка, разрушения неизбежны. Здесь вот полного провала какого-то просто не избежать. Но вслед за этим разрушением здесь снова как будто бы выходит солнышко. Давайте посмотрим, к чему это солнышко вообще приведет. Потому что в ближайшее время, вот как бы вы ни старались сделать шаги навстречу друг другу, здесь такое ощущение, что будет точка поставлена. Из-за того, что... Давайте посмотрим, из-за чего. Здесь, как правило, нашла коса на камень. Из-за чего? Невозможность сейчас что-то развивать, шагать навстречу друг другу, потому что нужно избежать неприятностей, да, то есть мы вынуждены быть на дистанции друг с другом, потому что если будем рядом, то мы вляпаемся в какую-то историю, да, то есть, грубо говоря, здесь какая-то информация может выйти наружу, да, и это навлечет на вас проблемы. А благодаря чему будет это солнышко, что будет дальше? Благодаря чему солнышко? Но вы знаете, все-таки вам плохо друг без друга. Здесь взвесите за и против. Здесь боль. Здесь больно вам друг без друга. Именно поэтому нужно будет вот как-то что-то возобновить. И как же это случится? Романтика. Вы знаете, смотрите, у нас будет какой-то шанс. На сегодняшний день вам для того, чтобы не вляпаться в историю, да, для того, чтобы треугольник оставался тайным, вам нужно сделать паузу. Возможно, даже взять такую хорошую точку. Но эта точка точкой не будет являться, потому что друг без друга вам будет больно, плохо, грустно, тоскливо. И у вас здесь, знаете, вот как открытые дороги. Либо какое-то совместное дело, либо какие-то еще обстоятельства, которые дадут вам шанс на то, чтобы отношения возобновить. Но, повторюсь, изначально здесь идет такое именно вот крушение, разрушение, да. Но здесь, судя по всему, вот именно в формате треугольника, да, вот именно треугольные отношения, потому что все карты указывают именно на это. Благодарю двоечек за просмотр. Буду рада обратной связи вам, буду благодарна за обратную связь. И давайте посмотрим троечек. Будем ли мы вместе? Что сейчас между вами и загаданным человеком? Что сейчас между вами? Искры летают. Возможно, кто-то совместно собирается в поездку. Кто-то выходит из ссоры. Прям вот вы знаете, все вам на руку. Здесь кто-то, повторюсь, едет вместе в какое-то путешествие, да, либо дорога вас соединит, объединит, либо навстречу друг другу. Но здесь вот именно восстановление отношений на почве сделанных уже ошибок. Причем, вы знаете, судьба вам просто благоволит. Вот все будет складываться так, как нужно и наиболее благоприятно для вас. Так.
Могу сказать, что здесь несколько может затягиваться вот этот вот выход из некой паузы, да, здесь такая напряженная ситуация, когда все наблюдают. Возможно, здесь присутствует не один у вас мужчина, да, не только тот, на которого смотрите, но еще вот он, король мечей, замешан, да, то есть здесь между вами какое-то еще лицо, мужская фигура. А чего хотите вы от этих отношений? Вы хотите их продолжить, вы не хотите ставить точку, вы хотите двигаться вперед, не только продолжать, а развивать. Причем, вы знаете, вы готовы стараться. У кого-то отыграется то, что вы коллеги, да, восьмерка пентаклей, это, как правило, у вас про работу, у нас, у всех. Далее, смотрите, однозначно вы хотите продолжение, не только продолжение, и развитие еще. И вы готовы, прям, знаете, вот стараться, да, то есть вы готовы делать все для того, чтобы это развитие, оно было, чтобы оно шло вперед. А чего хочет ваш мужчина? Здесь, знаете, вот этот король мечей может быть мужчиной вашим из прошлого, и вы как будто бы находитесь в состоянии наблюдения, да, кого, вот того, кого вы загадали, либо же вот этого из прошлого, да, как будто бы, ну, так скажем, не то, что даже вот сравнение, да, а можете наблюдать за тем, чтобы вот этот нынешний не был похож на прошлого, потому что вот намерений, да, желаний, в желаниях вот этого мечевого короля я у вас не вижу, у вас нет настроя на другого мужчину. Здесь он, знаете, может как фантом присутствовать и своей памятью, да, своими воспоминаниями пугать, да, осторожно, не делай ошибок, не выбирай себе в отношения того, кто будет похож на твоего бывшего. Здесь вот у многих именно так отыграется. Так, а что хочет он? Что хочет он? Хочет сделать шаг навстречу, приятную новость, либо подарок, либо пригласить вас куда-то. Вы знаете, он серьезно на вас настроен. Он настроен на вас очень серьезно. Он готов действительно брать за вас ответственность. Он готов позвать вас замуж в серьезные отношения. Поэтому здесь очень даже все хорошо у троечек. Здесь ваши желания, они совпадают с его желаниями. Более того, я могу сказать, что его желания, они более серьезные. Он такой прям, вот знаете, знает, что говорит. Более того, он готов о вас заботиться, он готов идти вам на уступки. И, скорее всего, не будет он похож на вот этого мечевого короля, который из прошлого. А будете ли вы вместе? Давайте посмотрим. Троечки, третий вариант. Да, будете. Туз мечей. Вы знаете, вот здесь все-таки вот этот вот мечевый, он как будто бы напомнит о себе. Но решение, судя по всему, за вами. Абсолютно не исключаю того, что могут испытывать вас на прочность какие-то третьи лица, потому что здесь и мужская, и женская фигура вышла. Здесь, знаете, здесь вам важно не мешкать, когда будут серьезные шаги от вашего мужчины загаданного. Потому что в какой-то момент, несмотря на всю серьезность, он может немножко замешкаться. И вам важно вот не то чтобы надавить, да, а подхватить его инициативу, не мешкаться, быть уверенной в том, чего вы хотите. И в таком случае вы будете императрицей. Ни в коем случае не дайте третьим лицам, потому что они здесь могут присутствовать, они могут пытаться за вас принимать решения. Не дайте третьим лицам принять решение за вас. Решайте все сами. Будьте решительно, активно, инициативно, да, то есть если вы решили двигаться вперед с этим человеком, да, создавать семью, не нужно сомневаться, а идите в эти отношения, потому что здесь могут в параллель образоваться либо желающие, либо мешающие вашим отношениям, поэтому у вас, троечки, все возможно, и здесь, причем, вы знаете, вот, если возможно, то именно семья, именно статус императрицы, причем мужчина ваш, он действительно готов подойти к этому статусу со всей ответственностью. И заботиться готов, и все остальные привилегии. Благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.